Моему макияжу сегодня не хватает выразительности. Это значит, что я буду тестировать румяна-бронзер в шариках Giordani Gold. Если вам это интересно, поехали! Культовые жемчужные румяна Giordani Gold уже вышли в 3 вариантах, и я тестировала их у нас на канале. Вот здесь оставлю вам ссылочку. И сейчас нам предлагают оттенок, который вышел ограниченным тиражом «Золотое сияние» с эффектом аэрографа. Румяна-бронзер приходит в черной картонной упаковке, на которой угадываются грани, характерные для всего запуска этого сезона Giordani Gold. И вся эта коллекция объединена тем, что кроме декоративного эффекта она дает еще ухаживающий. 22 грамма объем этих шариков и выпущены румяна в Италии. Этот роскошный продукт делается вручную. Сама коробочка румян в виде шайбы с закручивающейся крышкой уже является бестселлером многолетним Oriflame. И внутри мы находим спонж, который больше служит транспортировочной прослойкой в румянах, чтобы шарики не рассыпались, не бились. В принципе, можно, наверное, этим спонжем наносить румяна, но я бы порекомендовала использовать кисть, что я и буду сегодня делать. Обещают, что богатые пигментами шарики будут освещать кожу естественным бархатистым румянцем светло-золотистого цвета и создавать сияющее, как будто нанесенное аэрографом покрытие, рассчитанное на длительный срок. И у этого продукта будет невесомый и ровный финиш. У всей вот данной линейки с ухаживающими ингредиентами румян 3 вида шариков, и вы можете этот продукт персонализировать по мере необходимости, добавляя темные или светлые шарики. Первый шарик хайлайтер, он в светлом оттенке, и для того, чтобы добиться здорового сияния, возьмите больше светлых шариков, наносите непосредственно на яблочки щек, можно слегка на нос, и если вам будет мало насыщенности, то добавляйте больше темных оттенков. Второй вариант шарика — это румяна, и они здесь сияющие и, знаете, такие персиково-золотистые. И если вы хотите такого оттенка румяна, то вы можете отобрать вот эти средние золотистые шарики и сделать себе шикарный румянец. И третий вариант шариков — это бронзер. Для создания скульптурного вида возьмите больше вот таких бронзовых жемчужин, нанесите на впадины щек, на виски, и у вас будет вид, как будто вас поцеловало солнышко. Эффект такого холеного лица. Ну а для того, чтобы создать выразительный образ, оставьте все 3 вида шариков и наносите продукт непосредственно на высокие точки лица, скулы, кончик носа, под бровь, для того, чтобы эти румяна отражали естественный свет. Невооруженным взглядом видно, что у этих румян будет сияющий финиш. И даже в сравнении с другими вариантами, даже этой же линейки румян, они отличаются именно сиянием. И чтобы это отличие вам было ярче, визуально понятно, я сейчас сравню сегодняшний герой обзора с оттенком 40952. Это бронзовые румяна. И вы видите, насколько в них меньше сияния. Вот в этом бронзовом оттенке больше преобладают розовые шарики в румянах, а здесь именно золотистый персик. Поэтому, если вы хотите эффект золота на лице, то выбирайте румяна 44846. Формула подходит для всех типов кожи, включая чувствительную, дерматологически протестирована, некомедогенная, сертифицирована веганским сообществом, обогащена встроенными средствами по уходу за кожей, гиалуроновой кислотой и омолаживающей сывороткой, которые обеспечивают мощное улучшение состояния упругости кожи, разглаживает, наполняет и выравнивает кожу, придавая ей молодой вид с течением времени. И они будут бороться с 3 видимыми признаками старения. Тусклостью будет появляться сияние, грубостью кожи, кожа будет становиться более мягкой, и неровностью будет улучшаться текстура. Сейчас в тренде влажные макияжи, сияние, они подчеркивают свежесть, молодость, а когда мы делаем макияж, то кожа стремится вытянуть влагу из всех продуктов, которые мы на нее
наносим. И поэтому наличие увлажняющих, ухаживающих ингредиентов в составе декоративной косметики здесь как нельзя кстати. Особенно если вы обладательница сухой кожи. Использование подобных продуктов создаст иллюзию увлажненной кожи, которой вам так не хватает. Но даже если ваша кожа не сухая, но вы хотите быть в тренде и создать вот этот модный эффект сияющий, супер увлажненной, как будто мокрой кожи, то эти румяна вам понравятся. Классические пудровые румяна такого результата не дадут. Ну и давайте тестировать. Это, наверное, самое интересное. Если вы хотите более насыщенный оттенок, то можете взять традиционную кисть Giordani и слегка ее уменьшить. Тогда она будет более густо набита и румяна будут ложиться плотнее. Если вы хотите создать более размытый эффект, то тогда оставляете кисть более мягкую. Ну что, давайте начнем с размытого эффекта. Я буду брать традиционно все 3 варианта шариков, набираю на кисть и обязательно стряхиваю излишки. Ставьте кисть выше, в ту точку, где у вас будет самое темное место, и уже румяна наносите ближе к носу. А потом при тушевке начинайте растушевывать к вискам. Для того, чтобы макияж выглядел выразительно, нам нужно найти яблочко. Для этого мы улыбаемся, видим, где у нас находится вот это самое яблочко, но не на него наносим, а потом прекращаем улыбаться и наносим на то место, где мы это яблочко нашли. И отступайте примерно 2 пальца от носа и носогубной складки. По форме румяна вы тушуете так, как будет выгоднее выглядеть на вашем лице. На эту тему не буду сейчас углубляться. И я неоднократно говорила в обзорах, и масса есть советов в интернете. Я вижу, что румяна очень пигментированы. Наносите по чуть-чуть, лучше наслаивать. И дают такой эффект холеного лица. Хорошо тушуется. Я вижу сияющие частички. Они прямо переливаются у меня на коже. Очень-очень мелкие. Потрясающие. Подсвеченная кожа, получается сияющий финиш, и подобный эффект, он по-прежнему остается в тренде. О трендах я пишу в своем личном телеграм-канале Баблик. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Шикарно просто эти румяна смотрятся на матовой текстуре, стойкой минеральной тональной основы, на которую я сейчас наношу. Это тоже новинка этого сезона. Я хочу еще немного затемнить некоторые участки на лице с помощью румян, потому что этот оттенок вполне позволяет это сделать. И несмотря на то, что даже эти румяна сияющие, но вот этот коричневый тон, он шикарно просто смотрится в макияже и делает его более выразительным. Единственное, если у вас есть склонность к излишней жирности, к блеску на лице, аккуратнее с данными румянами, потому что они могут создать эффект масляного такого лица. Но в этом случае вы можете выбрать хорошие текстуры матового тонального средства и уже наслаждаться сияющими румянами. Ну и давайте уравновесим наш макияж. И хочу более плотной набитой кистью нанести румяна с другой стороны, чтобы посмотреть, насколько насыщеннее, смотрите, будет оттенок ложиться. Все-таки вот эти бронзеры, они преобладают. Если вы хотите более такие нежные румяна, персиково-золотистые, то часть темных шариков лучше убрать. Вот смотрите, я нанесла вот этой самой кистью набитой, и у меня получилось прям такое яркое пятно. Поэтому кисть я сейчас раскрываю и начинаю тушевать румяна. Но оттенок мне нравится. Знаете, это не традиционный такой рыжий какой-то бронзер, а это действительно золотое сияние, вот именно так, как оно и заявлено. Конечно же, вы можете наносить данный продукт в той технике, которая привычна вам, которая вам нравится. Кто-то любит более насыщенный румянец, кто-то наоборот такой легкий
легкое касание солнышка на щеках, все в ваших руках. Самое главное, что данный продукт может обеспечить вам всю палитру золотистых оттенков от самого светлого к самому темно-бронзовому. И еще ухаживать за вашей кожей тогда, когда вы будете наносить эти румяна. Насколько вам понравился продукт, я с удовольствием почитаю в комментариях. Планируете ли вы к заказу? Мне это будет очень интересно. Если вам был полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлета и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть разборы новинок Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!